Здравствуйте. Почему мы отрицаем существующие вокруг нас проблемы? Почему делаем это до тех пор, пока они не станут огромными, пока они не станут наступать нам на пятки, пока жареный петух не клюнет? Почему мы от них убегаем? Что нужно сделать, чтобы этого не происходило, чтобы это были не проблемы, а задачи, которые необходимо решить? Хотите узнать, почему это происходит и как от этого избавиться? Тогда смотрите это видео. Это канал «Аппаратная психотерапия» и я ее автор и ведущий, доктор Родион Кузнецов. Так почему мы отрицаем какие-то проблемы? Почему мы отрицаем какие-то явления? Почему мы вообще что-то отрицаем? Все дело в принципах работы нашей нервной системы. Когда мы что-то делаем, что-то творим, постоянно формируются, организуются рефлекторные комплексы. Связь между нервами, но по нервам протекает только электрический ток. То есть формируется электроприбор, который требует энергии. Энергию же для работы нервной системы может генерировать только один орган, одна структура нашего организма – рецепторы. Рецепторы бывают двух видов. Внешние, те, которые превращают в электрический сигнал все виды внешней энергии – света, воды, запахов, чего угодно. И внутренние, те, которые превращают в электрический сигнал химические и физические изменения нашего организма. Так вот, в первом случае количество энергии внешней, оно безгранично. Во втором случае увеличение сигналов за счет изменения химического и физического состава нашего организма – это боль. То есть, по сути, мы можем получать электроэнергию для работы нашего мозга либо от впечатлений, либо от боли. И каждый раз, когда мы видим, что в чем-то проблему, мы испытываем боль, мы испытываем физический дискомфорт. Вы можете этого не замечать. По той простой причине, что вы живете в этом состоянии. Но если вы прислушаетесь, то каждый раз, когда вам нужно что-то сделать, и вы не хотите, ненавидите, не любите, всячески отталкиваете, отрицаете, что это вообще проблема, обратите внимание, что вы при этом всегда испытываете физический дискомфорт. Сердце давит, там, ноги болят, дышать трудно, да что угодно. Любой вегетативный физический дискомфорт. И именно его вы боитесь. И каждый раз, когда возникает какая-то проблема, вместо того, чтобы приблизиться к ней, вы от нее отдаляетесь, потому что вы боитесь, повторяю, не проблемы, вы боитесь этой боли. Вы не хотите, чтобы эта боль в вас присутствовала, чтобы она ухудшала ваше состояние. Вот и все. То есть отрицание проблем – это отрицание боли, нежелание испытать физическую боль. А можно ли от этого как-то избавиться? Если вам говорят, чтобы решить какую-то задачу, нужно 1000 раз ее решить, и она перестанет быть для вас проблемой. Нет. Не перестанет. Да, вы научитесь ее решать, но боль, которую вы при этом испытываете, она останется, она будет сохраняться. И при первой возможности вы постараетесь от этой задачи, от этой проблемы отойти, вы будете ее отрицать. И если вы все равно будете ее отрицать, но продолжать делать, в конце концов, эта боль, этот дискомфорт приведет к тому, что вы заболеете уже какими-то серьезными хроническими заболеваниями. Либо приведет вас к смерти. Ведь резкая, частая, ранняя смерть, по сути, это именно ответ на отрицание проблемы, отрицание боли. И продолжать ее делать, независимо от боли, это значит ухудшать свое состояние. А как избавиться от этой ситуации? Как перестать отрицать проблему? Только одним способом. Сделать так, чтобы проблемы не существовало. Это не значит, что уничтожить весь мир вокруг себя. Нет. Проблема не вокруг, проблема в вас. Как я уже сказал, проблема в вашей боли. Уничтожить надо эту боль. Как это сделать? Как сделать так, чтобы вы получали удовольствие, а не боль от этих триггеров, которые вас окружают? И вы уже не отрицали их, а хотели скорее с этим справиться. Что это не проблема, что это вы хотите с этим работать. Я предлагаю вам использовать метод аппаратной психотерапии. Метод аппаратной психотерапии создавался
для восстановления проводимости нервных путей. Его работа на вот это настроение, на эмоции, на ваше поведение, она вторична. Потому что наши эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. И все. И чем больше тока поступает в мозг, тем лучше наше настроение, тем больше мы энергии испытываем и можем ею поделиться. И как это сделать? Да очень просто. Вы надеваете наушники и продолжаете жить своей жизнью. Делайте во время сеанса, может быть, даже занимайтесь той проблемой, которую вы не хотите решать, которая доставляет вам боль. И уже через пару сеансов вы заметите, что эта проблема уже не доставляет вам такой боли. И вы уже можете даже ее не отрицать, вы можете сказать: да, у меня есть такая что-то, у меня есть такая боль. Еще через несколько сеансов вы заметите, что этот триггер стал для вас безразличен. Просто безразличен. С точки зрения классической психотерапии, это победа. Аппаратная психотерапия способна дать вам гораздо больше. Продолжайте работать с этим дискомфортом. Как это сделать? Смотрите инструкции. И очень быстро вы заметите, что мысли о дискомфорте, мысли об этой проблеме стали вызывать у вас удовольствие, радость, счастье, подъем энергии. Аппаратная психотерапия восстановила электрические пути, нервные пути, минимизировала электрическое сопротивление, и теперь количество электричества, поступающего в мозг, колоссально, и, следовательно, ваши эмоции просто зашкаливают. Они позитивные, они доставляют вам радость. В принципе, я не могу вам рассказать, как это ощущается, потому что да вы не поймете. Нельзя слепому от рождения объяснить, что такое радуга. До тех пор, пока вы не придете в это состояние, вы не сможете это понять. И также, когда вы придете в это состояние, вы не сможете его объяснить окружающим. Они не поймут вас. Вы скажете: да быть такого не может. Все, я послушал там какие-то наушники, какое-то гудение, и у меня стало настроение хорошее, я перестал отрицать проблемы. У меня исчезли мои боли. А я не буду с вами спорить. Просто приходите на сайт. После регистрации первые 5 дней вы получаете бесплатно. Именно для того, чтобы вы сами на себе проверили, как это работает. Что это действительно работает, и работает очень мощно. И если вы соблюдаете инструкцию, это действительно работает. Если не соблюдаете, если вы считаете, что, коль вы зашли на сайт, там, купили, одели там наушники, то вы гораздо больше меня знаете об этом методе. Вам не поможет, и мы с вами попрощаемся, но, по крайней мере, вы ничего не потеряете. Ваше состояние немножко улучшится. Может быть, вы это не заметите. Но ничего страшного. Ищите тот путь, который вам ближе. Проводите сеансы аппаратной психотерапии. Избавляйтесь от проблем, от боли, от того внутреннего дискомфорта, непонятного, вегетативного, который и вызывает отрицание проблемы как таковой. Подписывайтесь на канал. Узнавайте, как вы можете изменить свою жизнь и как аппаратная психотерапия вам в этом может помочь. Делитесь этим видео со своими друзьями. Пусть они тоже узнают, что жить можно без боли, без дискомфорта, не отрицая проблем, а видя в них только задачи, которые требуют решения, и решать которые вам приятно. Будьте здоровы, будьте счастливы.